Добрый день! Я хочу рассказать, как можно из доступных деталей сделать простой и маленький тестер для проверки светодиодов, диодов, денисторов, неоновых и люминесцентных ламп. Рабочее напряжение проверяемой детали должно быть меньше выходного напряжения теста. Питание я сделал от литиевого аккумулятора с возможностью автоматической зарядки от USB. Вы можете запитать от любого источника по вашему желанию. Напряжение питания от 3 до 12 вольт. С повышением питания увеличивается выходное напряжение. Ток потребления около 50-60 мА. Выходное напряжение у меня получилось около 100 вольт. Первый режим. Выходной ток 1 мА. Обеспечивает возможность безопасной проверки деталей. Второй режим. Выходной ток 5 мА. Для отображения более точного напряжения на проверяемом элементе. Этот режим больше подходит для проверки стабилитронов и денисторов. Нам понадобится всего 4 детали. Трансформатор на 2 и более обмоток, транзистор, резистор, диод. Проще схемы не придумаешь. Можно использовать транзистор ПНП структуры. Тогда питание меняем на противоположное. Диод подключаем к катодам к коллектору. Остальная обвязка по вашему желанию. Это вольтметр, батарея, драйвер зарядки и так далее. Трансформатор берем с любого источника питания. Зарядки телефона, драйвера светодиодов. В крайнем случае мотаем сами. Измеряем сопротивление обмоток на трансформаторе. С меньшим сопротивлением ставим в цепь базы транзистора. Вторая обмотка в цепи коллектора транзистора. Третья обмотка, если есть на трансформаторе, она с наибольшим сопротивлением. Подключаем последовательно к выходу. Этим делаем вольтдобавку на выходе. Увеличим выходное напряжение тестера. Не перепутайте фазировки обмоток. Транзистор желательно с высоким коэффициентом усиления. Напряжение коллектора и эмиттера не ниже 50-60 вольт. Можно сразу поставить резистор на 10 кОм в базе транзистора. Но лучше для настройки схемы сначала вместо резистора установить переменный резистор на 10-15 кОм, регулятор в среднее положение. К выходу подключаем вольтметр. Увеличиваем сопротивление, напряжение на выходе начинает изменяться. Настраиваем на максимальное напряжение. Измеряем сопротивление и впаиваем резистор с ближайшим сопротивлением в схему. Настройка завершена. Осталось собрать в корпус. Собрал тестер в корпус. Вот что у меня получилось. Это первый режим. Это второй режим работы. На втором режиме повышаются токи напряжения. Проверяем, как работает зарядка. Зарядка включилась, заряжается. Сделал вот такие щупы. Точно так же сделал переходник. Можно подключаться с этой стороны. Здесь сразу же включится первый режим. Это второй режим включу. Сделал еще переходник на щупы.
Включаю второй режим. Щупы точно так же можно подключить и с этой стороны. Так вам не будет видно, давайте вот так как-нибудь. Давайте попроверяем диоды. Так, только переключимся, чтобы удобнее было. Проверяем тенистор. Проверяем стабилитрон. И это на 24 вольта. Включаю второй режим, добавляю ток. Это 15 вольт. Это стабилитрон на 6,2 вольта. Стабилитрон 2,7 вольта. Показывает. Это супрессор на 43 вольта. Так как у меня напряжение больше, он сразу же открылся и закоротил все на себя. Это неоновая лампочка. Это стабилитрон на 6,2 вольта. (6,3) показывает. Переворачиваем. 5,8. 6,2. Опять неонка. Тиратрон. Зеленый светодиод. Добавляет ток. Светит ярче. Это светодиод АЛ-307. Неоновая лампочка. Светодиод красный. Светодиод синий.
красный светодиод. Белый светодиод. Стабилитрон. На 12 вольт. Еще стабилитрон. На 9 вольт. Денистр. Это модуль на 220 вольт. Загорелась одна половина, загорелась вторая половина. Каждая половина по 90 вольт. Вот такой тестер у меня получился. Еще забыл вот этот проверить. Сейчас проверим. Первый режим, второй режим. Если вам понравился ролик, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо, до новых встреч.